Всем привет! Не переживайте, с лебедем все в порядке. Вот, видите, зимняя картина. Я хочу рассказать вам про лебедей и зиму, лебедей и снег. Как они обходятся, как они ведут себя на снегу и что будет происходить в предстоящие месяца 3, наверное. Это у нас перелетные утки вперемешку с лысухами. Итак, Австрия, Каринтия, озеро Осяхерзее, зима. К нам плавает семейство лебедей, вы их прекрасно знаете. 6 птенцов, уже таких взросленьких, и 2 родителей. Вот наше село, наша деревня, все под снегом. Но, надо сказать, я поймал эти кадры, это было непросто. Дело в том, что снег выпадает, лежит 2-3 дня, после чего он также благополучно стаивает. То есть снег меняется на дождь, проходит дождь и все. Никакого снега в помине нету. Проходит еще несколько дней, ночная температура становится минусовая и опять выпадает снег. То есть на нашей высоте, это высота 500 метров, такого, чтобы был устойчивый снежный покров, не каждую зиму случается. А в горах, да, в горах чуть повыше уже постоянный снег. Вот, это голубка, ее так зовут. Лебедиха по имени Голубка. Почему она устроилась в снегу? Что она там делает? Что она там за снежное яйцо высиживает? Я не знаю. Подошел, говорю, привет, Голубка. Посмотрел. То есть она зашла, села на мягенькое и сидит. В принципе, существа это довольно морозостойкие. То есть они там минус 10, вот бывает минус 15 у нас доходит на озере зимой. Они прекрасно все это переносят. Не скажу, что это им нравится, но как бы они прекрасно выживают. Была бы пища. Вот смотрите, идет по снегу. Я ей пытаюсь объяснить, что нет, ты сюда не ходи, ты туда ходи. Вот, то есть не надо ходить на пирс, а ходи в обход, и там ты попадешь в воду. У нее с этим какие-то проблемы. Если ее муж, голубь, он четко знает, куда надо идти, то у нее в голове некоторая путаница, и она норовит зайти на пирс. Вот, я отхожу, и она благополучно идет на пирс. Соответственно, она меня отсекает. То есть, а мне куда деваться-то? Мне за спиной через некоторое время будет оконечность пирса, а дальше все, вода. И чтобы вернуться обратно, мне надо пройти мимо нее. Либо ее попросить спрыгнуть в воду. Но я не буду этого делать. Смотрите, я просто разминулся с ней. Снять я это не мог, потому что она вытянула шею вверх, я тоже по стойке смирно вытянулся. И просто мы прошли сантиметров в 10 друг от друга. Я скажу, что это не для слабонервных, и ни в коем случае не повторяйте вот такого трюка. Просто мы с ней старые знакомые, а так, можно получить на орехи очень хорошо. То есть лебедь это сильная такая серьезная птица, и, вот смотрите, я ее шваброй, метелкой туда направил. Но, естественно, речи нет, я ее там не пихал, не толкал, я просто взял в руки. Вот у нас там на пирсе постоянно есть такая метелка, им достаточно показать, что у тебя в руке вот эта штука есть, и они становятся удивительно понятливее. Я ей показал, вот смотри, видишь, что у меня? Она тут же стала соображать, куда надо идти, где ее дорожка, пошла, я им там кинул корм, они едят. Мы уже заказали, получили зимний корм для них. Это такая кукуруза, пшеница, такая смесь. И мало того, вначале вы видели кадры, я уже приделал такую кормушку специально, уже попробовал. То есть на случай, когда озеро замерзнет, когда будет совсем холодно, у нас есть чем их кормить и как их кормить. Им тогда действительно нужна будет подкормка. Сейчас у них еще еды полно. Там оторвало какие-то водоросли, на озере плавают сейчас. Они эти водоросли едят вообще за милую душу. Только трещит за обе щеки. Смотрите, в этот раз она культурненько. Я ее попросил, говорю, ты подвинься. Она взяла, подвинулась, отошла и дала мне пройти. Сейчас как раз идет дождь. Я с зонтом.
Я под зонтом иду, вот зонт. И вот она опять собиралась пройти на пирс. Опять. Я выставил зонт, говорю, не, дорогая. А ей зонт не понравился. Раньше ее зонтом еще не пугали. Вот она, обалдевшая, смотрит. Это, что бы это значило? И вот так. То есть она на меня шипит. Вот. А я ей показываю зонт. Нет, говорю, не пойдешь. Она недовольна. Вот видите, крылья подняла. Вот это признак того, что она недовольна. Это такой уже признак боевой готовности. Вот, она пугает как бы всем своим видом. А я ее оттесняю с помощью зонтика, я ее, так сказать, оттесняю. При этом я стою мокну. Вот идет конкретный дождь. Ну, этот дождь буквально за один день смоет весь этот снег. Все. Отогнал ее в правильном направлении, она пошла. Вот. Какая будет зима? Здесь прогнозы практически это горные условия и регион достаточно южный. А здесь каких-то вот четких прогнозов, что за зима будет, вообще ничего нереально. Тут с какой-то хорошей точностью определяют на один день вперед. То есть прогноз на неделю, он абсолютно редко попадает, потому что все-таки здесь различные ветра, высота, горные условия, и угадать очень трудно. Вот ходит эта компашка, плавает. Потом тростник по бокам, он полег. То есть был снегопад следующий. И снегопад был при том, что на улице стоял +1. То есть снег был просто мокрый. Это скрытой камерой я снимал. Посмотрите ролики, снятые скрытой камерой на канале у меня. Это шедевры. Вот. Не побоюсь этого слова, просто посмотрите. Вот. И так получилось, что на тростник налип вот этот тяжелый снег, тростник лег. Это создает некоторые проблемы, там видео про это на канале будут. Вот. Но это бывает. А потом постепенно все это опять растает. Вот смотрите, вот скрытая камера. Это они со дна достают. Вот это будет в съемках скрытой камеры. Молодцы. А там еще будет мышь-амфибия. Вот. В одной из скрытых камер, в одном из выпусков скрытой камеры будет про кота-Вилли и мышь-амфибию. Посмотрите, если не видели. Видите, это съемки дроном. То есть дрон завис над вот этой площадкой тут. Вот, пирс и место для лодки. Вот дрон там висит, их снимает с интересного ракурса. Мы переживали, несколько раз приплывала голубка с птенцами, а голубя не было. В прошлом году голубь улетел один на юг. Вот посмотрите, ролик есть про лебединую верность. Голубь улетел один, потом вернулся. Там целая Санта-Барбара была. А в этот раз мы подумали, что опять такое случилось, опять улетел один. Но нет, вот буквально сегодня, когда уже тростник полег, приплыли опять вдвоем. То есть голубь, где-то шлялся. Так бывает. Если фильм вам понравился, поставьте лайк. Кликните котика, откроется окошко подписки. Подпишитесь на канал, включите уведомления. Будьте здоровы, будьте счастливы и успехов вам!